Каждому знакома ситуация, когда без видимых причин не хочется делать простые вещи. Нужно лишь отправить резюме, но мы тянем. Пора спать, а мы все еще в соцсетях. Казалось бы, пора жить, действовать, а вместо этого мы прячемся под одеяло. Если вы уже пытались разобраться с феноменом прокрастинации, но все равно осталось ощущение недосказанности и беспомощности, это видео для вас. Глупо винить себя за лень, недостаток дисциплины или безинициативность. Прокрастинация – это реакция на ожидаемые трудности, вызванная неподконтрольным механизмом психики, предсказывающим будущее. Именно он делает так, что бездействие становится более выгодным, чем действие. Именно он одурманивает человека, заставляя жить мечтами, пока не наступит кризис среднего возраста. Об этом механизме и пойдет речь. Ирония прокрастинации в том, что первый шаг почти всегда прост и очевиден. Объективных причин откладывать его нет. Что же нас останавливает? Сначала немного теории, откуда берутся чувства и эмоции, и почему они являются ключом к пониманию прокрастинации. Вы когда-нибудь задумывались, как человек вообще сумел выжить среди бесконечных опасностей? Все дело в простом алгоритме, о котором мы и расскажем. Если вы уже знакомы с теорией по предыдущим выпускам, можете сразу перейти к следующему разделу. Тайм-код указан в описании и на таймлайне. Выживание любого существа подчинено простому принципу. Чтобы выжить, нужно предвидеть опасные события и действовать до того, как они произойдут, а не после. Поэтому мозг, а точнее нейросеть, каждую секунду строит прогнозы, догадки о будущем на основе собственного опыта. Эти прогнозы неосознанны, то есть остаются незамеченными. Но для того, чтобы донести до человека их наличие и побудить его к действиям, существуют чувства и эмоции. Разберем, как работает страх. Допустим, волк стоит в 5 метрах, готовый к прыжку. Аналитический ум слишком медлительный, поэтому в дело вступает нейросеть. Она прогнозирует смертельно опасное событие – укус хищника. И чтобы его избежать, место, где это событие ожидается, получает обертку в виде страха. Страх выталкивает человека прочь. Когда волк прыгнет, человека в этой точке уже не будет. Реакция произошла раньше, чем прогноз стал реальностью. Радость – это антипод страха. Она маркирует позитивное прогнозное событие в месте, где оно ожидается, побуждая приблизиться и сделать его реальностью. Если при неожиданной встрече нас охватывает радость, значит неосознанно прогнозируются приятные события. Например, взаимопонимание, дружба, любовь. Таким образом, нейросеть помогает человеку чувствовать, где его ждет что-то важное или полезное, и побуждает двигаться к позитивному прогнозу, то есть пытаться сделать его настоящим. Стратегии приближения и отдаления, предлагаемые радостью и страхом, далеко не всегда эффективны. Поэтому у человека есть гораздо более мощный инструмент по избеганию или воплощению прогнозов – физические действия, за которыми стоит эмоция гнева. Предположим, на пол со стола летит чашка. Неосознанный негативный прогноз «разбитая чашка» окрашивается эмоцией страха, которая побуждает отдалиться. Однако в данной ситуации эта стратегия несостоятельна. Чтобы избежать негативного прогноза «разбитая чашка», необходимо вовремя ее схватить. То есть воплотить цель – чашка в руке, которая не имеет исходного негативного прогноза. И начинается действие, мотивированное гневом. Рука выбрасывается вперед. Алгоритм выживания выражается формулой наблюдение, прогноз, мотиватор, реакция. Он развивает классическую модель стимул-реакция, при этом утверждается, что неосознанные прогнозы являются для человека основными стимулами. Сначала мозг регистрирует информацию. Потом начинает строить прогнозы, что будет дальше. Эти прогнозы остаются неосознанными. Затем пространство, где прогнозное событие ожидается, получает обертку в виде радости и страха. Радость тянет нас к событию, страх заставляет держаться подальше. Далее включается мотивация гнева и начинаются физические действия, жесты и речь. Человек начинает менять будущее в свою пользу, избегать опасностей и приближать желаемое. И делает это автоматически. Процесс прогнозирования происходит постоянно и не ограничивается немедленными угрозами. Нейросеть предсказывает будущее на любом временном горизонте. Например, наблюдение пустого кошелька вызывает негативный прогноз «я останусь голодным». Предательство порождает прогноз одиночества. Открытая дверь квартиры вызывает пугающий прогноз «внутри кто-то есть».
Таким образом, нейросеть позволяет человеку не столько знать, сколько чувствовать, что его ждет и где, и тем самым заранее избегать нежелательных событий и приближать желаемые. Главное помнить, эмоции страха и радости и прогнозные образы – это эквиваленты. Если вы испытываете страх, значит в подсознании уже существует негативный прогноз. Если чувствуете радость, значит существует прогноз позитивный. Более подробные объяснения можно найти по ссылке в описании. Итак, выжить значит действовать раньше, чем придет опасность. Для этого мозг предсказывает будущее. Именно эта способность рождает феномен прокрастинации. Коварство прокрастинации в том, что она создает иллюзию действия и движения, но на деле держит человека на месте годами. Допустим, мы уже давно хотим открыть собственное дело. Эта мысль нас греет, но почему-то мы не начинаем, несмотря на все обещания себе. Желать что-то значит стремиться воплотить некий позитивный прогноз. В нашем примере независимость и богатство. Но действия, даже самые простые и практичные, сопровождаются негативными прогнозами. Неудача, потеря денег, провал. Эмоция радости тянет нас вперед к позитивному прогнозу и не дает отказаться от его воплощения. Страх толкает назад и не дает приступить к действиям. И возникает конфликт. Парадокс в том, что негативные прогнозы становятся ощутимыми только тогда, когда мы начинаем действовать. Чтобы избежать этого конфликта, выбирается промежуточное решение – отложить. Когда мы откладываем действия на потом, дискомфорт уходит, и мы остаемся лишь с исходным желанием, которое мы обещаем себе в будущем осуществить, и оно продолжает греть. Бездействие оказывается выгоднее, чем действие. Дискомфорт от действий легко заметить, нужно просто реально или мысленно начать воплощать задуманное. Тогда мы напрямую столкнемся с негативными эмоциями. Проблема в том, что откладывание на потом может превратиться в автоматическую реакцию. При малейших трудностях человек будет машинально переключать внимание на что-то другое. Например, социальные сети. В результате время будет уходить сквозь пальцы. Такое состояние может длиться годами, маскируясь под разные причины, например, нехватку времени. Но задумайтесь, почему времени не хватает только на то, что вызывает дискомфорт, а на то, что мы любим, оно всегда находится. Работа нейросети не подконтрольна человеку напрямую. Прогнозы зависят только от наблюдения воспринимаемой информации. Поэтому чувства и эмоции невозможно убрать по желанию. Их можно только заблокировать или подавить, что известно, чем заканчивается. А значит, различные убеждения и советы, как надо вести себя, не сработают. Чувства и эмоции побеждают на стайерской дистанции, если не будут изменены. Однако есть обходной путь, который заложен в самом устройстве психики. Не любую проблему можно решить, но любую проблему можно уладить. Улаживание проблем основывается на другом принципе. В результате улаживания исчезают сопутствующие проблеме чувства и эмоции. В нашем случае внутреннее сопротивление действовать исчезнет, и можно будет идти к цели без помех. Если термин осознание или инсайт вам знаком по предыдущим видео, пропустите этот сегмент, используя таймлайн или ссылку в описании. Практически каждый, кто испытал прорыв в терапии, сталкивался с эффектом, который называется осознанием или инсайтом. На каком-то этапе человек вдруг говорит «я понял», и за этим следует на первый взгляд что-то банальное. Я стал похож на отца, которого всю жизнь боялся. Я все время избегаю конфликтов. Мне нужна не слава, а зависть окружающих. Человек мог слышать это и раньше, от близких, друзей, даже от терапевта, но только теперь понял, что это так. Что же делает это простое открытие настолько сильным? В чем суть эффекта осознания? Почему человек вдруг чувствует, что именно эта мысль верная? Ответ прост – исчезновение дискомфортных чувств и эмоций, связанных с проблемой. Именно это становится подтверждением правильности вывода. Когда речь заходит о принципах психологической помощи, эффект осознания не упоминается в первую очередь. Хотя именно он и является ключевым, так как меняет отношение человека к происходящему. Когда чувства и эмоции исчезают, проблема, казавшаяся бесконечно болезненной, вдруг теряет свою остроту и становится абстрактной, при том, что в реальности ничего не изменилось. Именно возможность осознания делает психологическую помощь настолько эффективной. Если бы не это, терапия была бы всего лишь разговором с умным человеком, умеющим находить выход из трудных ситуаций.
Но совет помогает не всегда, а сознанию поддается любая ситуация. Каждая психологическая проблема состоит из двух частей – осознанной и неосознанной. Осознанная часть – это то, что человек может описать словами. Например, «моя жизнь – рутина», постоянные ссоры с партнером. Неосознанная часть строится по схеме наблюдения, прогноз, мотиватор, реакция. Ключевой принцип таков: когда неосознанное становится осознанным, чувства и эмоции исчезают. В этот момент проблема теряет значимость и начинает казаться далекой, отвлеченной, даже если реальность не изменилась. Человек может не осознавать все элементы модели наблюдения, прогноз, мотиватор, реакция, не отдавать себе отчета в том, что он наблюдает, чувствует и делает, а главное, что неосознанно прогнозирует. Тогда как осознание неосознанных прогнозов и есть путь к избавлению от психологических проблем. Логика следующая. Отношение к любому предмету или явлению определяется чувствами и эмоциями. Чувства и эмоции связаны с прогнозами, с будущим, а не с настоящим. Как только прогнозы осознаются, чувства и эмоции исчезают. Отсюда отношение к любой ситуации можно изменить, осознав ее прогнозы. Эффект осознания не является попыткой в чем-то убедить себя, оспорить происходящее, подавить эмоции или снизить их силу. Он приводит к полному исчезновению чувств и эмоций, так как затрагивает радикальный механизм психики – взаимодействия сознания и подсознания. Страх существует не потому, что опасность есть, а потому, что подсознание построило негативный прогноз, а сознание его не видит. Когда прогноз осознается, то подсказка к реакции в виде страха исчезает, так как сообщение благополучно доставлено. Более подробно об эффекте осознания или инсайте можно прочитать в руководстве на сайте alifela.com. Мы все знаем, обещать себе легко, но выполнять трудно. Предположим, мы снова решили заняться спортом. Утром мы говорим себе: сегодня точно иду в зал. К обеду уверенность тает, слишком много дел. Вечером мы уже спорим сами с собой. Ладно, завтра начну по-настоящему. Но завтра приходит и все повторяется. Чтобы справиться с прокрастинацией, нам нужно уладить дискомфортные чувства и эмоции через осознание неосознанных прогнозов. Тогда мы сможем начать действовать без сопротивления. Занятия спортом имеют позитивные прогнозы, например, здоровье, внимание других, уверенность в себе. Эти образы окрашиваются радостью, которая толкает нас вперед. Если бы мотивация радости была единственной, мы бы уже давно оказались в спортзале. Но почему мы все еще не там? Очевидно, есть негативные прогнозы, окрашенные страхом. И страх побуждает нас отказаться от задуманного. Негативные прогнозы возникают только когда мы формулируем намерение действовать. Я иду в зал. Чувства и эмоции принадлежат будущему, а не настоящему. Поэтому, чтобы найти связанные с ними образы, нужно двигаться вперед по линии времени вопросом, что может быть потом нежелательного. Ответы на этот вопрос должны быть даны в виде событий, эпизодов в реальности. Это единственный материал, с которым работает подсознание. Если этим принципом пренебречь, успеха не будет. Откроем сайт alifela.com и запишем проблему в блокнот. Что будет потом? Я покупаю абонемент в спортзал и решаю честно заниматься. Что будет потом? Тело будет болеть, но мне эта боль даже нравится. Что может быть потом? Мое тело начинает изменяться, но я возьму слишком большой темп, и на этом этапе дискомфорт, который был фоновым и почти заметным, вдруг немного изменил свою интенсивность. А значит, мы близко к тому, что ищем. Что может быть потом? Скорее всего, мне придется сделать перерыв из-за работы или занятости на неделю или две. Что будет потом? Когда я вернусь, потеряю форму, и мне придется начинать все сначала. В сознании возник образ нетренированного тела в зеркале. В этот момент страх вдруг усилился и мгновенно ослаб, то есть произошло осознание негативного прогноза. Этот пример демонстрирует, что находится обычно не какой-то совершенно уникальный образ, а прогноз понятный, логичный, которого мы просто не осознавали. Важно помнить, что негативных прогнозов обычно несколько, и чтобы избавиться от прокрастинации, нужно осознать их все. Продолжаем. Несмотря на то, что мы почувствовали облегчение, дискомфорт не ушел полностью. Почему?
Мы привыкли искать причины только в негативе, в том, что не получается, не идет как хочется. Но это тупик. Ведь главный дискомфорт может рождаться из-за того, что что-то важное, ценное и нужное оказывается недостижимым. То есть, когда происходит неподконтрольное избегание позитивных прогнозов. Например, при решении заняться спортом неосознанно прогнозируется, что мы не выдержим темпа, а значит позитивные прогнозы «идеальное тело», внимание окружающих становятся недостижимыми. Как следствие возникают негативные прогнозы, которые моделируют эти состояния. И страх. Чтобы найти причины такого страха, нужно осознать все позитивные прогнозы, которые теперь невозможны. Для этого используется вопрос «чего теперь не будет?». Возвращаясь к нашему примеру. Если осознать позитивный прогноз «идеальное тело», радость уйдет, но вместе с ней исчезнет и страх, связанный с негативным прогнозом невозможностью достичь идеала. То есть, жертвуя радостью, мы снимаем и страх. Да, по сути мы искусственно снижаем мотивацию к действию, чтобы сделать поражение менее болезненным. Этим подходом не стоит пренебрегать, иногда он единственно возможный. Не стоит бояться, что вы полностью лишите себя мотивации. Позитивных прогнозов обычно несколько. Когда самый срочный из них улаживается, его недостижимость перестает быть такой болезненной, и появляются силы действовать. И в этом ирония. Чтобы победить прокрастинацию, нужно учиться отпускать слишком трудоемкие мечты. Лишь тогда появляется пространство для реального движения вперед. У каждого из нас есть мечты и цели стать кем-то, чего-то достичь или что-то изменить в жизни. Однако прокрастинация заставляет нас долгое время греться этими мечтами и бездействовать. Бесконечно это продолжаться не может. Рано или поздно наступает момент или определенный возраст, когда позитивные прогнозы перестают быть возможными, и мы впадаем в депрессию. Часто такие кризисы связаны с круглыми датами – 30, 40 или 50 лет. В эти периоды люди склонны переосмысливать свои жизненные приоритеты, планы и оценивать, чего они достигли. И здесь предложенному методу почти нет альтернатив. Мы продемонстрировали базовый вариант алгоритма самопомощи. К сожалению, его эффективность ограничена. Поиск неосознанных прогнозов нетривиален, занимает время и требует использования различных подходов. Каждый дискомфортный образ нужно исследовать до полного исчезновения чувств и эмоций, и только потом переходить к следующему. Обучению этой практике и посвящен данный проект. С полным алгоритмом можно ознакомиться на сайте alifela.com или в одном из видео на этом канале. Подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, что вы чаще всего откладываете на потом и какими методами боретесь с этим. Возможно, именно ваш опыт поможет другим справиться с прокрастинацией.